Остров Питкэрн – весьма отдаленный уголок нашей планеты, который имеет необычную и очень кинематографичную историю. В ней был бунт на корабле, убийства, жажда плотских утех, авантюрные решения, и все это в конечном итоге привело к созданию удивительного человеческого сообщества, аналогов которому нигде нет. Деревню Адамстаун сейчас называют самая маленькая столица мира, в которой проживает около 50 человек. Питкэрн – последняя заморская британская территория в Тихом океане в 2170 километрах к юго-востоку от Таити, где-то на полпути между Латинской Америкой и Новой Зеландией. Это группа из 5 вулканических островов, и лишь один из них населенный остров – это Питкэрн, площадью около 5 квадратных километров. 15 января 1790 года к скалистому клочку суши размером 2 на 3 километра причалил корабль. На берег сошли 9 европейских моряков, 6 таитянцев и 11 таитянских женщин. Уже через неделю они сожгли свой корабль, растворяя в воздухе последний шанс на возвращение в цивилизацию, ведь там их ждала бы виселица. Эпичное начало. Но на самом деле началась эта история 3 годами ранее, в 1787 году, когда 23 декабря трехмачтовый корабль «Баунти» под командованием лейтенанта Уильяма Блая вышел в плавание к Таити, где должен был взять груз саженцев хлебного дерева, плоды которого британское правительство использовало в качестве дешевой пищи для рабов на своих тростниковых плантациях, так как они были очень калорийными и питательными. 26 октября 1788 года после трудного путешествия «Баунти» наконец прибыл к Таити. Правда, попали моряки вне сезон, и им пришлось дожидаться нужного периода года для отбора саженцев. После утомительного, растянувшегося почти на год плавания, моряки попали в тропический рай, где было много вкусных фруктов, никакой физической работы и много женщин, и некоторые матросы успели даже обзавестись женами. И вот через 5 месяцев, когда весь трюм был загружен саженцами хлебного дерева, пришла пора отправляться домой, и лейтенант Блай скомандовал отплывать. Через 3 недели плавания, осознав суровую действительность, некоторые матросы решили вернуться назад. Помощник капитана Флетчер Кристиан со своими приспешниками подняли бунт. Захватив корабль и бросив на произвол судьбы капитана, лейтенанта Уильяма Блая и 18 верных офицеров в шлюпке корабля, мятежники отправили Баунти обратно на Таити. Но вскоре райская жизнь закончилась. Отношение с местными жителями вскоре ухудшилось. Кроме того, подстегиваемые страхом быть обнаруженными и арестованными британской короной, 8 мятежников отправились вместе с Кристианом на поиски необитаемого острова, защищенного от внешнего мира. Команда взяла с собой 6 таитянских мужчин, чтобы те помогали им, и 11 таитянских женщин, чтобы они были их супругами. В течение 2 месяцев люди с Баунти прочесывали соседние острова Кука, Тонгу и восточные острова Фиджи в поисках дома. И почти в отчаянии Кристиан доплыл на восток к Питкэрну, которого он достиг 15 января 1790 года. На острове поселенцы нашли много следов полинезийской цивилизации. На скалах были вырезаны изображения животных и людей, захоронения с человеческими скелетами. Здесь были земляные печи, каменное долото и другие изделия полинезийской работы. По прибытии мятежники устроили временное жилье на месте нынешней деревни Адамстаун, однако крошечная община не смогла обосноваться без конфликтов и убийств. К таитянцам относились скорее как к рабам, чем к людям, но именно женщины в итоге чуть не погубили молодую колонию. Их было меньше, чем мужчин, что не могло не привести к конфликтам. В результате самого масштабного из них осенью 1793 года на Питкэрне началась самая настоящая гражданская война, жертвами которой стали все таитянцы и значительная часть европейцев. Следующие 4-5 лет были мирными, за исключением периодических выступлений женщин, в том числе неудачных попыток некоторых покинуть остров. Постепенно мужчины и женщины примирились со своей жизнью и друг с другом, и все могло бы оставаться гармоничным, если бы Маккой, который когда-то работал на винокуренном заводе, не научился варить крепкий спиртной напиток из корней растения ти. Эта разработка в будущем привела к череде смертей. В 1799 году Квинтел был убит Янгом и Адамсом в целях самообороны, а Маккой утопился. Затем в 1800 году Янг умер от астмы, оставив простого моряка Джона Адамса единственным выжившим мужчиной из группы. Но поселение выжило, ведь его окружала целая толпа таитянских вдов с кучей детей. Будучи лидером общины, моряк Джон Адамс показал себя способным руководителем. У каждой семьи был свой собственный дом, спланированный в английском стиле вокруг поляны и окруженный забором, чтобы не пускать кур и свиней, построенный из местного дерева. Некоторые даже со спальнями на 2-м этаже. Женщины привезли с Таити свою собственную утварь, а мужчины доставили инструменты. Еда, приготовленная в каменных печах, состояла в основном из ямса, таро и бананов, а также изредка была свинина, птица или мясо коз.
Одежду сначала шили из парусной ткани с баунти, но позже ее заменили набедренные повязки и юбки из тапы, традиционной полинезийской волокнистой ткани. Короче говоря, европейские полинезийские пути смешались в полной изоляции от остального мира. Группа находилась в изоляции около 25 лет перед тем, как их в конце концов обнаружили. Выжившие были переселены на Таити, но вскоре вернулись на Питкэрн. Позже их снова переселили, но на этот раз на остров Норфолк. Но снова большинство вернулось на свой остров. Питкэрн всегда существовал как автономная колония, даже когда его обнаружили, и он стал заморской британской колонией. Еды здесь всегда было в достатке, благодаря тропическому климату и плодородным землям. А в водах водилось много рыбы, так что питкэрнийцы не бедствовали, за исключением периодических перебоев с пресной водой, так как в засушливый период источники пересыхали, и надежда была только на вовремя собранную дождевую воду. После открытия Панамского канала остров расположился на пути из Австралии в Новую Зеландию, и здесь часто останавливались торговые суда. Сначала случайным образом для пополнения запасов, но после того, как стало известно, что здесь проживают удивительные колонии отшельников, остров все чаще стали посещать пассажиры лайнеров и путешественники, жаждущие экзотики. Нынешнее население Питкэрна практически в полном составе является потомками первоначальной группы Флетчера Кристиана, детей от смешанных браков. Периодически на острове появлялись жители, вносившие такое нужное разнообразие в местный генофонд. Но в общем и целом каждый из полсотни современных обитателей Питкэрна имеет среди своих предков одного из мятежников, когда-то захвативших Баунти. 21 век все же пришел на Питкэрн. В жилых домах острова появилось электричество, а сейчас здесь уже есть даже интернет. Каждый квартал британское правительство субсидирует один рейс грузопассажирского судна из Новой Зеландии. Их чаще используют туристы, но главное, рейсами доставляют блага цивилизации, от обычных продуктов до сложной техники. На острове даже есть тюрьма, хотя ее появлению островитяне были не рады. В начале 2000-х годов британское правительство внезапно узнало о некоторых очень специфических противозаконных местных нравах. В 2004 году 6 местных жителей, включая мэра Адамстауна, были приговорены к различным срокам заключения, после чего на острове и появилась тюрьма. А Новая Зеландия стала присылать туда на полугодовую вахту полицейских. Для британского правительства Питкэрном безусловная обуза. Метрополия неоднократно пыталась переселить жителей острова ближе к цивилизации, но островитяне все время возвращались на родину. Однако для современного поколения романтика такой жизни уже мало привлекательна. Питкэрн неумолимо стареет. Из 50 его современных коренных жителей лишь 7 моложе 40 лет. Молодежь, получая образование в Новой Зеландии или Австралии, предпочитает оставаться там. На острове рождается очень мало детей, и в обозримом будущем Адамстаун обречен. Родившаяся в бунте община, для которой Питкэрн стал тайным убежищем, может просто не пережить своей открытости миру. А пока на этом все. Подписывайтесь на канал, ведь впереди вас ждет много новых и интересных историй. Всем пока!